Добрый день, мои дорогие подписчики! С 23 августа к ретроградному Сатурну и Венере присоединится Меркурий. И, конечно же, он внесет свои коррективы в важные сферы нашей жизни. Меркурий управляет интеллектом, общением, языком, обучением, коммерцией, связью, друзьями и отдыхом. И для начала давайте разберемся с основами. Наша Вселенная невероятно динамична. Все планеты движутся по своим орбитам, и иногда с нашей точки зрения на Земле кажется, что планета, в данном случае Меркурий, начинает двигаться задом наперед. Это и есть ретроградность. Многочисленные истории о проклятиях ретроградного Меркурия на самом деле искажают реальную картину. Да, это период, когда могут возникать трудности с коммуникацией, технологиями и планированием. Но это также время для переосмысления, рефлексии и углубления в себя. Как же это влияет на нашу жизнь? Что касается личных отношений, в этот период стоит быть более терпимыми, внимательными к себе в первую очередь, к партнерам, друзьям и коллегам. Могут возникать старые незакрытые темы или какие-то недоразумения. На работе вполне возможны задержки, технические неполадки и пересмотры прошлых каких-то решений. Это хорошее время для анализа и коррекции действующих стратегий, а не для запуска новых проектов. Что касается личного роста, это великолепнейшее время для медитации, психологической работы над собой и поиска внутренних ресурсов. Как же использовать этот период себе на пользу? Конечно же, медитация и релаксация. Отдайте предпочтение практикам, направленным на внутреннюю гармонию. Ведите дневник благодарности, записывайте свои благодарности за все, что только придет в голову. Это поможет улучшить вашу жизнь в абсолютно всех аспектах. Чудесное видео на канале есть, называется «Ключ», ссылка у вас появилась сейчас здесь в правом верхнем углу, я оставлю также в закрепленном комментарии. И, конечно же, переосмысление. Рассмотрите свои цели, планы, отношения. Возможно, это время для изменений. Начните, наконец, вести дневник самопрограммирования или прописывать 10 целей. 5 минут в день, а эффект потрясающий. Ссылку я также оставлю в закрепленном комментарии. Вместо того, чтобы воспринимать Меркурий как время каких-то трудностей и испытаний, давайте рассмотрим его как возможность для самореализации и интроспекции. Может быть, это время для восстановления каких-то старых связей, завершения начатого или же просто прощения. Различные препятствия могут быть источником вдохновения. Попробуйте найти новые формы самовыражения или исследуйте неизвестные стороны своего творчества. И, конечно же, откройте для себя свою историю. Возможно, стоит перечитать какие-то старые дневники, письма, пересмотреть воспоминания. Это может дать ответы на некоторые текущие вопросы или же просто напомнить о том, какими вы были раньше. Итак, мои хорошие, пусть ретроградный Меркурий не становится для вас ни в коем случае испытанием, а станет периодом, когда можно заново влюбиться в свою жизнь, узнать себя лучше и открыть новые горизонты. Не бойтесь изменений, потому что именно они двигают нас вперед. Помните, что каждое астрологическое явление – это шанс. Шанс узнать что-то новое, пересмотреть свои убеждения и, конечно же, шанс стать лучше. Ваше восприятие и решения определяют ваш опыт. Встречайте ретроградный Меркурий с открытым сердцем и умом. Я напомню, что во время ретроградного Меркурия с 23 августа по 15 сентября нужно быть особенно внимательными с документами и тщательно все проверять, чтобы потом не пришлось переделывать. Проявляйте терпение к себе и другим людям. Ну а я благодарю вас за ваше внимание. Желаю удачи в этот интересный и космический период. Я вас всех обнимаю. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если видео было полезным.